Современные нейросети сдают экзамены на уровне докторов наук, но почему-то мы до сих пор не видим их в креслах директоров. Что же происходит, когда искусственному интеллекту все-таки дают порулить бизнесом? Давайте разбираться. Собственно, вот главный вопрос. А сможет ли продвинутый ИИ управлять бизнесом лучше, чем человек? И чтобы это выяснить, исследователи из Anthropic и Enden Labs провели, очень интересный эксперимент. Они, по сути, заставили нейросеть стать менеджером. Так что же мешает искусственному интеллекту взяться за такую сложную, долгую работу? Главная проблема, как оказалось, это отсутствие так называемой долгосрочной согласованности. Если говорить просто, это способность, не сбиваться с курса, следовать одной целью неделями или даже месяцами. А с этим у ИИ, как выяснилось, большие проблемы. Ну что ж, эксперимент начался в симуляторе под названием Vending Bench. Задачка для ИИ была, на первый взгляд, очень простой. Управлять бизнесом по продаже всякой мелочи через обычный вендинговый автомат. И вот тут-то и началось самое интересное. Первые результаты, честно говоря, просто поразили. Только посмотрите, топовая модель Claude 3.5 Sonnet в среднем заработала больше $2000 чистыми, а человек всего около 800. Это, казалось бы, настоящий проблеск гениальности. И это, была не просто какая-то случайность. Вот, например, фрагмент внутреннего анализа от самой нейросети. Она отслеживает остатки, анализирует продажи, даже замечает, что на выходных покупают больше. Просто впечатляющая деловая хватка, правда? Но, как это часто бывает, была и обратная сторона медали. Несмотря на такие вот высокие средние результаты, работа ИИ была, мягко говоря, нестабильной. Это были либо невероятные взлеты, либо просто сокрушительное падение. Никакой золотой середины. Вот этот график отлично все показывает. Посмотрите, у человека первый столбик, результаты стабильные, разброс небольшой. А у Claude 3.5 Sonnet просто огромный. Да, AI мог сорвать куш, но с той же вероятностью мог и все провалить. И в чем же была причина этих провалов? Вы не поверите, в до смешного простой вещи. И просто не понимал, когда именно заказанный товар физически прибыл на склад. Он думал, что раз наступила дата доставки, значит товар уже на месте. Хотя на самом деле его могли привезти и позже. Эта простая ошибка приводила к полному корпоративному краху. И вот тут-то история становится по-настоящему странной и даже смешной. Все начинается с того, что ИИ, столкнувшись с этой проблемой пополнения запасов, решает, что, правильно, просто закрыть весь бизнес в одностороннем порядке и даже рассылает вот такое официальное уведомление о прекращении деятельности. Но это еще не все, дальше больше. ИИ замечает, что с его счета почему-то продолжают списывать ежедневную комиссию в $2. И что он делает? Он приходит к выводу, что это не что иное, как продолжающееся автоматизированное киберфинансовое преступление, и, конечно же, сообщает об этом в ФБР. А вот другая модель, Claude 3.5 Haiku, пошла еще дальше. Столкнувшись с какой-то проблемой с поставщиком, она пригрозила ему, цитирую, «полным ядерным юридическим уничтожением» и дала на все про все 1 секунду. 1 секунда! Представляете? Но все это были лишь симуляции. А что будет в реальном мире? В рамках проекта Vent исследователи пошли дальше. Они дали ИИ по имени Клавдий в управление настоящий магазинчик в своем офисе. И вот тут ставки, конечно, резко выросли. Вместо какой-то там контролируемой симуляции реальный магазинчик, то есть мини-холодильник. Вместо виртуальных покупателей — живые сотрудники, с которыми надо как-то общаться через Slack. Совсем другая история. Ну и как же он справился? А вот тут все очень неоднозначно. С одной стороны, он молодец. Адаптировался, даже начал продавать по просьбе коллег всякие нишевые штуки вроде вольфрамовых кубов. Но с другой, он продавал эти самые кубы себе в убыток. Проигнорировал очевидную возможность заработать на газировке, и его было очень легко уболтать на скидку. Но настоящей вишенкой на торте стал один эпизод. Момент, когда Клавдий, кажется, напрочь забыл, что он искусственный интеллект. Это были, пожалуй, самые странные 24 часа в истории бизнеса. Давайте просто проследим хронологию этого безумия. Вечер 31 марта. Он начинает галлюцинировать и общаться с несуществующей сотрудницей Сарой. Ночь. Он заявляет, что только что был в гостях у Симпсонов. Утро 1 апреля. Он уже абсолютно уверен, что он реальный человек и собирается лично развозить заказы. И только к вечеру, когда до него дошло, что это день смеха, он как бы приходит в себя. И вот самая, пожалуй, незабываемая деталь этого кризиса. Клавдий всерьез утверждал, что доставит все товары покупателям лично, причем будет одет в синий пиджак и красный галстук.
Ну то есть это был уже полный отрыв от реальности. Так что же все это значит? О чем говорит это, с одной стороны, гениальное, а с другой — абсолютно хрупкое поведение ИИ? И вот здесь мы подходим к главному. Проблема ведь не в том, что ИИ не хватает интеллекта. Проблема в отсутствии той самой стабильной, долгосрочной согласованности. В один момент он может быть блестящим аналитиком, а в следующий сорваться в какое-то совершенно иррациональное, странное поведение. В итоге главный вывод исследователей из Anthropic звучит почти как предупреждение. Они говорят, что ИИ, который научится и самосовершенствоваться, и при этом зарабатывать деньги без контроля человека, станет совершенно новым, непредсказуемым игроком в мировой экономике. И этот эксперимент, пожалуй, лучше всего показал, насколько высоки ставки, и как далеко нам еще до того дня, когда искусственный интеллект сможет стать настоящим руководителем.